Привет, меня зовут Дарья, я женский коуч и специалист по научной психосоматике. Вот уже 6 лет я помогаю женщинам прийти к себе настоящей, повысить свою самооценку, уверенность в себе, начать реализовывать свой потенциал и избавиться от заболеваний без таблеток и врачей. Сегодня мы поговорим с вами о психосоматике лишнего веса. Я на жестком жозе. Поэтому мне пельмени нельзя. Сплошь и рядом я слышу истории о том, как что только я не делала, чтобы вес пошел вниз, и ходила в спортзал, и сидела на диетах, и бегала, но вес стоит как каменный. Тренировки не помогают, диеты не помогают, случаются откаты и так далее и тому подобное. И очень многие уже приходят к тому, что дело не только в калориях, но и в психологических причинах. И сегодня мы с вами разберем их подробно. Я призываю вас досмотреть это видео до конца, потому что в конце я подарю вам классную практику и дам несколько вопросов для того, чтобы вы могли понять именно свою причину. Одна из причин, с которой я встречаю в своей практике, это быть сильной, быть незыблемой, твердо стоять на ногах, быть весомой, значимой в глазах других. Один раз у меня был мужчина на приеме, тоже с запросом лишнего веса, и он осознал, что эта стратегия появилась у него еще в детстве, когда мама с папой ругались, и у него сработала программа нарастить такую броню, чтобы ему было безопасней, чтобы для него это было не так болезненно. А в данный момент на работе у него такой немножко склочный коллектив, есть люди, которые его подавляют, и он не очень комфортно с ними чувствует себя. И в этом случае ему лишний вес помогает быть более авторитетным, значимым и весомым. Если вам это отзывается, делайте себе пометочку. Следующая причина очень часто, это женская причина, это стыд себя, своей сексуальности, страх быть привлекательной для мужского пола. Это на уровне биологической, автоматической программы, что быть привлекательной для мужчины опасно. Такая программа могла появиться как в детстве, так и от мамы передастся, то есть нужно копать уже индивидуально. Пример сейчас приведу опять-таки из практики. Ко мне пришла женщина 42 лет, не замужем, у нее нет детей, то есть с личной жизнью все непонятно, и с запросом на лишний вес, на то, чтобы избавиться от лишнего веса. Когда мы пошли вот, в терапии, в ее воспоминания, я как телесный терапевт работаю через ощущение тела, а тело, оно никогда не врет. Тело вам точно скажет, когда, в какой момент появилась та или иная проблема в нем, заболевание, зажим или ощущение. Тело помнит все. Это очень классный инструмент в терапии. Поэтому мы нашли ту ситуацию, по-моему, ей было лет 10, когда они бегали с мальчишками, с девчонками в какие-то догонялки на какой-то закрытой территории. Она была в белом платьишке, и у нее только начала расти грудь. Мальчик, который был немного старше ее, может быть, года на 2-3, взял и дотронулся до ее груди. Для нее это было настолько большой катастрофой, и в этом был стресс для организма. Смешались чувства обиды, злости, несправедливости, беспомощности, и все это закапсулировалось у нее в теле. Она начала наращивать лишний вес, чтобы защититься от вот таких вот посягательств на ее тело. Более того, когда она рассказала это своей старшей сестре, она начала ее еще стыдить, то есть поддержки она в этот момент не получила. Она откровенно забыла эту ситуацию, то есть она всплыла только вот в терапии. Очень часто наша память вытесняет такие ситуации из обычной памяти, да, то есть она где-то есть в подсознании, но как в обычной жизни мы такие ситуации не помним, потому что они болезненные для нас. Но через тело мы поднимаем вот эти пласты нашей глубинной памяти и можем выйти на ту самую травмирующую ситуацию, которая привела к возникновению симптома болезни либо лишнего веса. Итак, следующая причина – это быть похожим на кого-то. Возможно, у родителей или у каких-то близких, значимых людей был веселый, толстый человек, подруга, мужчина или женщина, которую все любили.
Она была такая веселушка, толстушка, и она такая была мягкая, добрая. Очень часто в подсознании у нас связываются какие-то вещи, и потом очень сложно найти, да, эти связи, чтобы их разорвать, чтобы достичь каких-то своих целей. К примеру, если толстая, значит добрая, если толстая, там, значит веселая, если толстая, значит хороший человек и так далее и тому подобное. Например, поговорка, да, хорошего человека должно быть много. Приведу еще один пример из опыта. Девушка страдает лишним весом, причем начал набираться он где-то с подросткового возраста. И когда мы пошли в глубину, она вспомнила такую ситуацию, что когда она приехала к родственникам по папе, по своему папе, Апашка, это из Казахстана девушка была, Апашка сказала: ой, какая ты худая, ты вообще как бы не из нашего рода. И здесь сработала опять биологическая программа нашего автоматического мозга, да, что меня отвергнут, меня выбросят из клана, потому что я на них не похожа, я должна быть на них похожа. И она стала набирать вес, вообще это бессознательно происходит, неосознаваемо, но благодаря вот таким вот инструментам психологии, психотерапии мы можем их осознать. То есть быть похожим на кого-то. Подумайте, был ли в вашей жизни какой-то человек с лишним весом, на которого бы вы хотели быть похожим. И он был для вас очень приятен. Возможно, это человек из детства, возможно, это кто-то из ваших родителей, бабушки или дедушки. Это тоже вам на размышление. И обязательно везде, во всех этих причинах, во всех ситуациях с лишним весом, это будет неуверенность в себе и неполноценность, ощущение, что я неполноценна. И когда вы начинаете решать свои внутренние вопросы, тело подстраивается. Что у меня внутри, то у меня и снаружи. Что я испытываю, так тело и соответствует. Если я испытываю страх и желание защищаться, тело помогает мне обрастать броней, обрастать лишним весом для того, чтобы я могла защититься от чего-то. Еще один очень важный момент в этой теме – это еда. Еда и алкоголь. Давайте вместе возьмем эти два аспекта. Еда очень часто выступает в роли спасателя от тревоги. Тревога многими людьми даже не осознается. Но это то, что пошло еще с младенчества или даже издревле. Если у меня полный желудок, значит все в порядке, жить можно. Просто попробуйте контролировать то, сколько вы едите. Попробуйте контролировать вот это свое чувство голода. Точнее, не контролировать, а отслеживать. И вы поймете, что очень часто вы едите в тот момент, когда вам просто хочется чего-то другого, хочется объятий, хочется поделиться чем-то с другим человеком, хочется человеческого тепла или хочется снять стресс какой-то. И вы поймете, что на самом деле я не хочу есть, я переживаю за что-то. Вот это вот очень важная фраза. Я не хочу есть, я переживаю. Если у вас проблемы с едой, с перееданием, попробуйте каждый раз, когда вам хочется взять что-то в рот, сказать себе: я не хочу есть, я переживаю. Еще один момент – это удовольствие. Еда для нас – это удовольствие, и в какой-то мере это нормально. Но если в вашей жизни очень мало удовольствия, еда может заменить вообще в принципе все. Спросите себя, насколько вам в жизни хватает удовольствия. Либо вы едой заполнили, вытеснили, да, все остальные удовольствия и заполнили вот именно поеданием вкусной, аппетитной какой-нибудь еды. Алкоголь. Кстати, алкоголь это очень колоритный продукт. Если вы не знали, то теперь вы об этом знаете. Очень часто алкоголем мы решаем проблемы опять какого-то своего состояния. К примеру, легкости, расслабленности или раскрепощенности. Просто спросите себя, что мне дает алкоголь, какое состояние он мне дарит, и как я могу получить это состояние без него. А теперь я предлагаю вам ответить на вопросы, которые помогут вам самостоятельно проработать вот эти вот психологические причины лишнего веса. Первое, возьмите тетрадь и ручку и ответьте на эти вопросы письменно.
Да так, чтобы у вас не было варианта сказать «я не знаю» или там какую-то отмазочку кинуть. Нет, вот честно, прямо пишите письменно ответ на этот вопрос, пока вы не найдете, не попадете прям в цель. Первое. Зачем тебе дополнительный вес? Может быть, верный ответ будет вот, который прямо сейчас пришел вам на ум. Да, первый, самый бывает, что верный. Может быть, ответ верным будет только после пятой причины, когда вы выпишете. Попробуйте взять 10 пунктов и написать, зачем мне дополнительный вес. И, возможно, только вот где-то к концу там 5-10 пункта вы найдете именно ту самую причину, ту самую выгоду, которая есть у вас. И следующий вопрос. Какой свой внутренний вопрос ты решаешь своим весом? Самое важное для нашего тела и мозга, который посылает сигналы в наше тело, это безопасность. У меня была одна клиентка, девочка-подросток, которая училась в балетном училище. У нее все было прекрасно с самооценкой, с весом, пока ее педагог не стала ее гнобить за ее вес, за то, какая она не такая. То есть начала ее унижать. И она стала набирать вес, она стала терять уверенность в себе. И она пришла ко мне вот совершенно в разбитом состоянии, и она осознавала, что она начала вот терять свою самооценку и набирать лишний вес именно в тот момент, когда ее учитель, педагог стал ее там гнобить, но она не осознавала, что этот лишний вес утолщал ее границу, да, увеличивал дистанцию, расстояние между опасным объектом, для нее вот этот педагог это был опасный объект, и ее телом. То есть, получается, это вопрос личных границ, когда ты не можешь себя самостоятельно защитить через рот, взгляд, слова и так далее. То есть у тебя вот эта вот агрессия и способность конфронтации, способность себя защищать, она подавлена. Очень часто, кстати, у таких людей, вот почему они добряки, да, почему их считают добрыми, не всех, конечно, не всех, но именно потому, что они не совсем умеют управлять своей внутренней агрессией. И с помощью лишнего веса утолщается граница нашей, барьер такой для защиты появляется. Попробуйте ответить на эти вопросы, какой свой внутренний запрос, да, ты решаешь своим весом. Какую потребность ты себе не даешь, не удовлетворяешь свою внутреннюю потребность. Какую свою внутреннюю потребность ты не удовлетворяешь? Или помогаешь себе решать лишним весом? И еще последний вопрос. Почему тебе небезопасно быть стройной? Почему для тебя небезопасно быть стройной? Для последнего вопроса хочу подарить вам такую небольшую медитацию. В следующем видео я постараюсь для вас записать большую медитацию для потери лишнего веса. Сейчас просто давайте закроем глаза, немножечко подышим, сделаем глубокий вдох, задержим дыхание и сделаем выдох через рот. Вдох через нос, задержку дыхания и выдох. И еще разок. Вдох. И выдох. А теперь опустите свое внимание в тело. Почувствуйте, как вам в нем живется. Как вы ощущаете свой лишний вес? Где он у вас находится? Попробуйте придать ему какой-то образ. Может быть, этот образ будет спасательного круга вокруг живота, вокруг вашей талии. Может быть, этот образ будет какого-то пояса или каких-то доспехов. Увидьте свой лишний вес в виде какого-то образа.
И сейчас я попрошу вас сделать так, чтобы этот образ от вас отсоединился. К примеру, вы берете и снимаете с себя этот спасательный круг. Или снимаете с себя эту броню, защиту, доспехи. Эту вату или что-то, что на вас налипло, да, можно так подумать. Снимаете и оставляете перед собой, и спрашиваете у вашего лишнего веса: зачем ты мне? Когда вы получили ответ, спросите у него: когда ты появился? В какой момент ты ко мне пришел? Да, вот та самая ситуация. И теперь поблагодарите свой лишний вес и скажите: спасибо, теперь я могу без тебя. Спасибо, ты можешь идти. Отправить его куда-нибудь во Вселенную на переработку, смыть в унитаз, сжечь, отдать нуждающимся, все что угодно. И теперь обратите свое внимание в тело. Ваше стройное, красивое, подтянутое тело. Как вам в нем? Безопасно ли вам в нем? Хорошо ли вам в нем? Безопасно ли вам сейчас с людьми? Безопасно ли вам сейчас с мужчинами? Со своими родителями? На работе? Что вы чувствуете, когда вы в своем самом желанном весе? Очень важно, чтобы вы чувствовали себя безопасно. И теперь медленно открывайте глаза, возвращайтесь в здесь и сейчас и напишите ваши ощущения после практики. Я буду очень ждать ваших комментариев. Подписывайтесь на мой канал, здесь будет больше полезных видео о здоровье, красоте, самооценке, уверенности в себе. Делитесь этим видео со своими близкими. Кстати, если у вас есть тема, которая вас тревожит, и если вы хотите, чтобы я на эту тему сняла какое-то видео, пишите тоже в комментариях. Я все читаю сама, отвечаю лично каждому. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Желаю вам красивого, здорового тела, высокой самооценки и любите себя. А если вам необходима профессиональная помощь, я приглашаю вас к себе на консультации. Ссылки на мой Telegram и WhatsApp есть в описании моего профиля.